Всем привет, дамы и господа! Вы находитесь на канале Гипраша, и это вторая часть нашего видеоотчета о рыбалке со спиннингом на деревенском пруду 12 октября 2024 года. Находимся мы с вами на южной стороне пруда. Вот здесь вот раньше лебеди жили летом. Ссылка на видео про лебедей будет прикреплена в верхней правой части этого экрана. Так, используем мы сегодня блесну вертушку Maps Agria Long, вот такую вот бронзового оттенка, также известную как блесна убийца щук. Пока у нас ни одной поклевки, ни одного броска, ни одной хватки, ни одного зацепа щук не было. Сегодня у нас, похоже, не щучий день. А так как другого хищника в этом пруду нету, то надеяться больше не на кого. Никаких окуньков, головлей и так далее тут нету. Только исключительно щука. И еще есть немножко линя. Но линя на удочку поймать в данном пруду почти невозможно. Во всяком случае, у меня не получалось. Один раз только попался один маленький ленек на мелководье, взял на червячка, но очень маленький. Мою первую рыбалку на этом пруду я его поймал. И так я понял, что здесь есть линь. А позже, после разговора с местными жителями, все подтвердилось. Да, тут живут только щука и линь. И линь на удочку практически не ловится. Его ловят сетями, мордами в основном. С сетью его, говорят, тоже трудно поймать. Он в выл зарывается, в тему. А щуки здесь много. Щуки здесь много, и я ее ловил неоднократно. Ссылка на видео также будет прикреплена в правом верхнем углу экрана. Но мне попадалась в основном мелкая щука до локтя. Хотя местные жители мне говорили, не знаю, правда или нет, верить не верить, что попадались в этом пруду щуки и по 3 килограмма. Ну, 3-килограммовая щука для наших мест это просто монстр. Солнце у нас уже в закате. Вот такой вот прекрасный осенний вечер. Так, ребзя. Южная сторона пруда нам ничего не дала. Мы перешли на западную сторону. А здесь вот обычно скотина ходит на водопой, поэтому весь берег утоптан копытами лошадей, быков, коров. Вот тут у них водопой летом обычно. Я их снимал на водопой, можете посмотреть мои старые видосики про рыбалку. Летом я снимал, как они купаются. И быки, и кони, лошади и коровы. Покидаем здесь блесну. Может, здесь какая-нибудь щучка выйдет на оперативный простор.
Погожий осенний вечер. На небе не облачка. Относительно тепло. Дождя нету, ветра нету. Ну, почти нету. Казалось бы, все условия для щучьего жора. Время подходящее, вечер. Но не тут-то было. Как ни странно, щука ловиться не хочет. Как говорил покойный ныне Абрамович, деньги были, деньги будут, но сейчас денег нет. Вот так же. Щука ловилась вчера, щука будет ловиться завтра, но сегодня щука не ловится. Пардон, господа, я перепутал. Конечно же, не Абрамович, а Абрамович. Борис Абрамович Березовский. Когда у него кто-то просил денег в долг, он всегда говорил: деньги были, деньги будут, но вот именно сейчас денег нет. Извини, дорогой. Мы с вами медленно перемещаемся по западному берегу пруда в сторону севера, в сторону гор. И продолжаем методично облавливать акваторию. Но пока ни одной щучки, ни одного щучьего броска я не видел. Ни одного всплеска, вообще какого-то признака наличия рыбы в этом водоеме. Хотя я точно знаю, щука здесь есть. Она не может не есть. Так, мы с вами медленно передвигаемся дальше по периметру этого пруда. И вот мы дошли уже до дамбы, до берега северного этого пруда. Вот в этой вот яме возле дамбы обычно стоит пара-тройка щук. И летом тут мелочь кормится линевая. Первого маленького линя я поймал тут. Первого и, надеюсь, не последнего. Но пока, кроме водорослей, ничего не ловится. Но мы не привыкли отступать. Будем продолжать дальше облавливать периметр. Ну что, господа, мы с вами уже
на северной стороне этого пруда, на дамбе. И пока ни одной щучки нету. Чтобы вы не думали, что в этом пруду рыбы нет, я прикреплю сверху в правом углу этого видео ссылку на другие свои рыбалки с этого пруда, где я ловил щук. Один раз даже удалось поймать целых 5 штук за несколько часов рыбалки на лодке. Если вы хотите посмотреть на щуку, на хватку щуки, на вываживание щуки, переходите по ссылке вверху справа. А сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, живите богато, а мы уходим до дома, до хаты. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, делитесь этим видео в соцсетях. Все, пока-пока.